Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад на тему, что ждет вас с загаданным человеком. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Загадывайте человека или троих и давайте смотреть. Итак, первая позиция, что ждет вас с загаданным человеком. Давайте посмотрим. Что в ваших отношениях сейчас происходит? Что у вас происходит сейчас? Ой, вы знаете, у вас здесь любовь прям. Только здесь, знаете, какой момент? Здесь такая любовь, когда не хватает либо физического контакта, либо его совсем нет, да, либо это платонические чувства и совсем нет близости, либо сколько бы ее ни было, вам все мало и мало. Причем здесь мужчина, смотрите, он на самом деле вас очень любит, но внешне он может проявлять холодность, да, внешне он может быть таким сдержанным, руководствоваться разумом, а не эмоциями, то есть вот весь такой вот снежный король, да, вот ледяной, но он вас очень любит, и здесь ваши отношения держатся на вашей женской нежности, вы вот этой лаской, вы вот этой вот любовью, вот он такой грозный лев, да, который рычит, а вы такая вот нежная. Здесь, конечно, овечка нарисована. Пусть вы будете не овечками, пусть вы будете кошечками-львицами, да. Но вот этой нежностью вы умеете его укротить, да, его приласкать, его привести в состояние такой вот любви, нежности, понимания. Что хочет человек от вас? Смотрите, ну здесь хочет выхода на новый уровень, здесь хочет, очень давно чего-то не решался сделать, у кого-то не решался вот перевести отношения из дружеских в романтические, у кого-то не решался перевести из романтических в такие более серьезные, кто-то в серьезных отношениях не решались родить ребенка, да, то есть вот сделать вот этот шаг дальше, завершить цикл, войти во что-то новое, но здесь человек хочет вот эту свою нерешительность убрать, уйти из этого состояния, так скажем, стагнации и двинуться дальше, но чтобы все было стабильно, чтобы здесь все было вот как будто бы под контролем, да, не рисковать ничем, чтобы он был уверен во всем. А что же будет делать для этого загаданный человек? А будет вас радовать. Карта Солнышко, прекрасная карта. Смотрите, если вдруг он в чем-то сомневается, он может привлечь в помощь себе какую-то барышню, да, либо подругу вашу общую, либо какую-то вашу родственницу. Но здесь человек будет стараться вас радовать, здесь будет стараться делать вам что-то приятное. Но боится, вот такое ощущение, что вот где-то он такой вот слишком разумный, и вот вот это благоразумие навевает те страхи, которых быть-то по идее не должно. Но здесь он справится. Потихоньку, потихоньку будет идти. Смотрите, очень интересно. Здесь такое ощущение, что будет ждать подходящего случая, подходящего момента для того, чтобы сделать вот этот шаг дальше, чтобы выйти на новый уровень, как будто бы вот будет ждать знака судьбы, какой-то фортуны. Вот как будто бы вот выглянет солнце, да, вот я в дождливую погоду не могу ничего делать. Вот выглянет солнце, я подожду, и тогда я все смогу. Ждет там вот чего-то, какого-то такого знамения. Давайте посмотрим, что будет в итоге в ваших отношениях, к чему они приведут. Здесь спокойствие. Медленно все очень будет. Смотрите, медленно, но верно вы идете к семье. Будет семья у вас. Десятка пентаклей. Развитие. Здесь все хорошо будет. Единственное, что здесь медленно. Здесь вот он этого знака, да, по колесу фортуны может ждать достаточно долго, потому что двойка пентаклей, это, знаете, вот такая неопределенность, когда шаг вперед, два назад, ни шатка, ни валка. Вот оно вроде выглянуло, солнышко, могу, спряталось, а нет, не могу. Здесь достаточно медленно будут развиваться ваши отношения, но здесь, знаете, чем медленнее вот идет это развитие, тем прочнее строится вот этот вот ваш фундамент, да, тем лучше вы друг друга узнаете, как сказать-то, удостоверяетесь в том, что убеждаетесь вот в том, что
все идет правильно и своим чередом. И десятка пентаклей — это семья, причем семья, основанная на финансовой стабильности, на благополучии. И цели здесь вы достигнете. Здесь то, чего вы хотите достичь, да, в этих отношениях, здесь это будет. Ну, семья говорит сама за себя. Давайте посмотрим совет первой позиции. Первая позиция, совет вам. Правосудие, не форсируйте события. Позвольте мужчине здесь все решать, не нужно его никуда подгонять. Легче, проще ко всему относитесь. На что-то закрывайте глаза, на что-то смотрите с легкостью. Взвешивайте все поступки и решения. Манипуляций здесь быть ни в коем случае не должно. Правосудие — это, знаете, вот когда вот я отношусь к человеку так же, как хочу, чтобы он относился ко мне. Это вот именно такая вот справедливость, да, то есть здесь все прозрачно, потому что здесь человек очень такой, как сказать-то, рационально мыслящий, да, и он видит вот все, что происходит насквозь, поэтому здесь какие-то манипуляции и такие вот эти вот ходы конями, лошадьми, они будут не очень кстати, поэтому делайте все правильно, не форсируйте события, не торопитесь, позвольте здесь мужчине в ваших отношениях быть главным, что, собственно, он и делает. Потерпите, умейте подождать. Благодарю единички. Идем ко второй позиции. Что вас ждет с вашим загаданным человеком? Итак, что у вас сейчас в отношениях? Ждете. Можете находиться на расстоянии. На расстоянии, кто-то в ссоре, кто-то ждет. А почему? Что здесь такое? Что здесь такое? Почему ссора? Почему расстояние? Либо ссора, либо дистанция. Вы знаете, вот как будто бы не так все идет, как хотелось бы. Да, здесь расстояние у многих проиграется, связанное с переменами. Как будто бы рассчитывали на одно. Здесь конфликтная ситуация, каждый старается отстоять свою позицию, и на этой почве, вероятнее всего, либо конфликт, либо временное охлаждение, да, у всех по-разному. У кого-то вообще вот именно разбежались, да, на время, у кого-то между вами дистанция. А чего хочет от вас загаданный человек? Вы знаете, он хочет прийти к согласию. Он ждет, чтобы вы сделали какой-то шаг, да, он ждет, чтобы вы ему предложили тот какой-то вариант, который его устроит, чтобы вы пошли на уступки. Он выразил вам свою позицию. Вы знаете, в чем он с вами не согласен. И здесь он как будто бы ждет, что вы пойдете на примирение, карта мир, да, то есть вы сделаете шаг навстречу, и помириться он хочет. Причем здесь такое ощущение, что он ждет от вас, опять же, вот какого-то сигнала, какого-то знака. Не обязательно это будет шаг, там, прости меня, я все осознала. Здесь просто у кого-то будет достаточно выложить там историю в Инстаграме и показать то, что вы к примирению готовы, потому что здесь человек хочет примириться. У кого конфликт, вот кто в расставании, здесь хочет примириться, идти дальше, хочет мира и согласия, но ждет того, что вы также согласитесь пойти ему на уступки, принять его точку зрения. А что он сам будет делать для этого? Что будет он делать для этого? Смотрите, у кого-то может даже пойти магичить. У кого-то вот так же к тарологам, астрологам, эзотерикам пойдет для того, чтобы прояснить ситуацию и выяснить, что же не так. Здесь хочет воссоединения, хочет примирения с вами, но он, опять же, он будет доказывать свою правоту. Если вы ждете того, что он полностью скажет: да, дорогая, ты права, я был неправ, здесь такого не будет. Здесь он считает, что он прав. И он будет стараться сделать так, да,
Он будет бороться за ваши отношения. Но знаете, здесь такое ощущение, что он не до конца уверен в вашей позиции. Он боится каких-то шагов от вас. Он боится, что либо вы как-то поступите не очень хорошо, либо от вас какой-то, знаете, вот шаг ждет, который может для него быть либо опасным, либо больно ему будет, либо неприятно. И здесь вот в какой-то момент, да, когда он почувствует опасность, он может затаиться. Затаиться, но как будто бы из-под тишка за вами наблюдать, для того, чтобы прозондировать почву, понять ситуацию. Каким будет здесь итог? Неопределенность. Так, ну он будет стоять на своем, он будет упрямиться. Вам, вот если вы настроены на примирение, воссоединение, движение дальше, вам нужно с ним соглашаться, потому что он будет упрямиться. Он даже сам не знает, как сейчас вот выходить из этого тупика, в который сам же себя загнал. Поэтому и будет обращаться вот к магам, астрологам, тарологам, эзотерикам для того, чтобы... Либо это просто вот верховная жрица, либо это просто какая-то женщина такая, знаете, вот совушка, сова, ты умная, скажи мне, как мне быть? Может, это там соседка какая-то, коллега по работе или кто-то еще... Но здесь он, знаете, он сам себя загнал вот в этот тупик, и как теперь сделать так, чтобы с него корона не свалилась, он не знает. Поэтому он ждет какого-то сигнала от вас, чтобы это выглядело как шаг вот именно с вашей стороны. Да, опять, смотрите, вот карта сила, здесь только вашей лаской, здесь бодаться с ним бесполезно. Здесь только лаской, только нежностью, хитростью, смотрите, как кисонька гладит этого льва. Если бы она на него рычала, он бы ее съел. А она вот этой лаской, она сумела его укротить. Вот эта ласка, это и есть ваше оружие. Вам нужно смотреть более далеко, вам нужно смотреть более... мудро, более, знаете, так вот покладисто, да, делаю одно, но с прицелом на будущее. Какой здесь совет вам? Ну, здесь совет, понятно, только лаской. Будьте мудрее. Поохотьтесь за ним, как кошка на мышку, да. Предложите ему вот этот вот кусочек сыра, на который он может согласиться. И тогда он будет в ваших руках, тогда вы его поймаете. Смотрите, как кот этих мышек, да. Заманите его вот тем, что он хочет. И не торопитесь. Здесь решение принимайте неспешно. Здесь пусть все вот идет своим чередом. И когда настанет вам момент сделать вот этот шаг, для того, чтобы его подманить, да, приманить, растолкать на какие-то действия, вы этот шаг не спеша сделаете, но этот шаг должен быть таким очень аккуратным, очень мудрым, очень продуманным. И здесь нужно принять решение, что да, вы действительно этого хотите. Благодарю вас, двоечки. Итак, идем к третьей позиции. Итак, что ждет троечек с загаданным человеком? Что у вас сейчас? Смотрите, ну здесь может быть какое-то медленное очень развитие, да, работа над отношениями, но здесь взаимная заинтересованность друг в друге. Здесь вы понимаете, что вы друг другу нужны. Вы друг друга именно дополняете. Здесь даже если медленно идет развитие, то эта медлительность связана с тем, что вы, знаете, вот трудитесь над отношением, по кирпичикам их выстраиваете, друг друга исцеляете как будто бы от каких-то душевных ран прошлого, да, от прошлых ошибок, вносите в отношения то, что в них должно быть.
Что у вас сейчас? Да, вы выстраиваете стабильность. У вас, возможно, медленное развитие, но развитие все равно. Но это развитие стабильное, которое приведет вас потом к результатам. Здесь действительно это вас к результатам приведет. Причем, смотрите, здесь может возникать у вас такое сомнение, что а не слишком ли медленно, а правильно ли я иду, а нужно ли мне это? Да, нужно, потому что вы идете в правильном направлении. Да, сейчас у вас стабильность. Что хочет от вас загаданный человек? Ну, он так и хочет продолжать вот в том ключе, что ты мне, я тебе. И здесь, вы знаете, здесь, скорее всего, у человека была какая-то любовь, да, несчастная, были какие-то больные отношения, из-за которых у него до сих пор есть вот эти раны, вот это вот, знаете, состояние дисгармонии внутренней, а вы ему как будто бы помогаете от них исцелиться, поэтому здесь все и идет медленно. Вы, ну, как бы это ни звучало, может быть, грубо, вы его лекарство, да, вы его луч света, который его выводит вот из этой тьмы. Вы именно тот человек, который ему нужен. Он в вас видит стабильность, он рядом с вами чувствует себя стабильным, понимаете? И рядом с вами он понимает, что вот когда вы есть, он идет вперед. Когда вас нет, он опять возвращается вот в это состояние нересурсности, вот знаете, как побитая собака. А что он будет делать для ваших отношений? Ой, карта император, он готов брать за вас на себя ответственность. Но единственное, что он упрямец еще тот. Здесь вам придется с ним вот соглашаться, да, здесь он будет, он вас радовать будет, может проявлять свой эгоизм, может быть вот именно таким упрямцем, да, вот как я сказал, так и будет, может проявлять где-то вот свою силу и настойчивость, но это связано лишь с тем, что он видит в вас серьезного человека, да, для серьезных отношений, для серьезного совместного будущего. И он сделал свой выбор, он понимает, что с вами ему гораздо лучше, чем без вас, а точнее без вас ему вообще никак. Поэтому это упрямство и этот эгоизм вы можете ему простить, потому что здесь он считает, что я прав, и я знаю, как нашим отношениям будет лучше, и я буду делать все правильно. Даже если я бываю груб, даже если я бываю где-то вот резок, это на благо нашим отношениям. Каков будет итог, да? Что ждет вас в итоге? Трансформация. Вы знаете, вы как будто бы выходите из западни, вы выходите из замкнутого круга. Вы наполняетесь энергией. Да, смотрите, те ограничения, которые сейчас есть, они уходят. Здесь вы получаете шанс не только быть в этих отношениях, а здесь вы в этих отношениях наполняетесь энергией. Вы действительно друг друга очень дополняете, вы друг другу нужны. Предложение здесь будет. Но знаете, предложение как будто бы пока на неофициальные отношения. Карта Луна — это карта двойственности. Давай мы вместе с тобой поживем, да? Отношения регистрировать не будем, но мы с тобой будем вместе. И какой вам совет? Какой вам совет по ситуации? Вы знаете, здесь нужно действовать вот именно, здесь не нужно загадывать, здесь нужно действовать вот именно в зависимости от того, что с вами происходит. Здесь нужно быть гибкой. Но, смотрите, десятка кубков – это карта семьи, карта любви. Здесь в первую очередь вы родственные души. Ой, звезда – прекрасная карта. Идите вперед, стройте долгосрочные, дальновидные планы, стройте планы на будущее и дарите человеку любовь и тепло. Здесь, знаете, здесь человек с вами чувствует себя, вот знаете, говорят, что мужчина ищет женщину, похожую на его мать. Вот здесь, скорее всего, так и есть. Вы напоминаете ему его маму. Вот эту мамину заботу, вот эту мамину любовь, мамино тепло. Поэтому здесь продолжайте дарить вот эту нежность, вот эту любовь, продолжайте сохранять вот эту родственность душ. И смотрите,
здесь нужно действительно настраиваться на такие долгосрочные отношения, на счастливое будущее. Здесь нужно смотреть вот именно вдаль, но решение, да, вот здесь такая грань очень четкая. Смотрите вдаль, но решение принимайте по ходу, да. Здесь вот такие моменты, когда нужно все-таки гибкость свою уметь проявить. Благодарю вас, троечки, тоже очень хорошая позиция. Благодарю всех за просмотр. Буду рада вашим лайкам, комментариям. До встречи с вами в новых видео.